Сегодня мы поговорим, как тыква влияет на наш организм. Я расскажу вам, кому нужно, а кому нельзя употреблять этот продукт. Так что устраивайтесь поудобнее, подписывайтесь на канал, если не подписаны, и ставьте лайки. Приятного просмотра! Тыква – полезный для здоровья продукт питания, который по праву можно назвать природным поливитамином. Все вещества, входящие в состав яркой мякоти, не теряют своей пользы даже в процессе термической обработки. Кроме того, семечки тыквы еще одна кладовая здоровья. Рекомендуется не выбрасывать, а подсушить и сохранить. Весной они помогут предотвратить авитаминоз и другие проблемы со здоровьем. Листья растения довольно крупные, имеют длинные черенки, в поперечке могут достигать до 25 см. В пазухах каждого листа появляются цветки и усики. Более устойчивые к засухе и жаре сорта характеризуются наличием сильно расчерченной листовой пластинки. Так тыква защищается от перегрева. Растения имеют крупные цветки оранжевого или желтого цвета. Женские цветки могут отличаться величиной, окраской и формой, что зависит от сорта и вида тыквы. Цветки преимущественно одиночные, однополые, но могут встречаться и гермафродитные. Количество мужских цветков превышает число женских в 20-25 раз. Женские чаще располагаются на боковых оплетках первого порядка, а мужские на главном стебле. Полезные свойства. Тыква – очень полезный для здоровья продукт. Это почти безотходный овощ, ведь в пищу можно использовать как мякоть, так и семена. Высокое содержание калия укрепляет сосуды, а также улучшает сердечную деятельность. Удачное сочетание калия с магнием полезно для женщин, которые заботятся о фигуре. Такая комбинация поможет организму избавиться от излишков воды и, как следствие, от целлюлита. Тыквенное пюре по той же причине рекомендуется лицам, которые страдают отеками, связанными с почечной патологией. Тыква богата на железо, поэтому ее следует включать в рацион людям, у которых наблюдается анемия. Это минеральное вещество содержится не только в мякоти овоща, но также в его семечках. Употребляя несколько горстей семян ежедневно, можно удовлетворить суточную потребность организма в этом микроэлементе. Железо играет важную роль в деятельности иммунной системы, образовании интерферона и фагоцитов, поэтому блюдо из этой овощи очень актуально во время эпидемии ОРВИ и гриппа. Присутствующий в тыкве цинк принимает участие в построении костной системы. Недаром деревенские жительницы, регулярно употребляющие этот полезный продукт, реже сталкиваются со случаями возрастного остеопороза, чем горожане такого же возраста. Содержание в организме мужчин цинка напрямую связано с потенцией. При его дефиците возникает половая слабость. Поэтому женщинам, ожидающим от своих мужчин подвигов, нужно кормить их блюдами с добавлением тыквы. Тыква – диетический овощ. Благодаря низкому содержанию в мякоти органических кислот и грубой клетчатки его можно употреблять при воспалительных заболеваниях кишечника и желудка. Содержащий в тыкве в большом количестве мощный природный антиоксидант витамин Е позволяет поддержать на должном уровне эластичность, свежесть и упругость кожи. Он полезен женщинам, планирующим беременность, ведь именно из-за дефицита Е может возникать женское бесплодие. Тыква очень богат клетчаткой, настоящей метлой для кишечника, удаляющей все ненужные. Существует прямая связь между крепостью иммунитета и здоровой деятельностью кишечника. Поэтому, поддерживая с помощью тыквы работу кишечника без запоров и других проблем, можно избежать много болезней, возникающих в результате ослабления иммунной системы. В тыкве содержится много пектина, способствующего выведению из организма плохого холестерина. В состав многих лекарственных средств для выведения из организма радионуклидов входит экстракт мякоти тыквы. Ее рекомендуют употреблять в пищу пациентам, которые страдают заболеваниями, связанными с высокими содержаниями в организме соли, подагрой, ревматизмом, остеохондрозом. Благодаря способности выводить из организма шлаки и излишки соли, тыква полезна при болезнях почек и печени. Употребление этого овоща, особенно в виде свежевыжатого сока, может улучшить состояние здоровья человека при обострении колита, холецистита, а также желчекаменной болезни. Кроме того, тыква производит легкий противорвотный эффект, поэтому ее советуют употреблять в пищу женщинам при беременности. Этот продукт хорошо справится
справляется с проявлениями токсикоза без вреда для здоровья. Тыквенная диета также эффективна при морской болезни. Лечебные рецепты. При гепатите и других заболеваниях печени полезным будет следующий рецепт. Стакан тыквенных семечек необходимо высушить, измельчить в блендере, залить стаканом оливкового масла. Затем на водяной бане требуется все вскипятить, остудить и настоять на протяжении 7 дней в темном месте. Процедить и пить трижды в день до приема пищи. Для приготовления средства от простатита необходимо измельчить в блендере 2 стакана неочищенных свежих семечек, добавить к ним стакан меда и все перемешайте. Из смеси сформируйте шарики размером с перепелиное яйцо и оставьте их в холодильнике. Рассасывайте по одному шарику каждый день за полчаса до приема пищи. При бессоннице используйте следующий рецепт. Нарежьте кубиками 100 грамм тыквенной мякоти, посыпьте ее сахаром и съешьте за час до сна. Сахар можно заменить медом. При нарушении мочеиспускания рекомендуется употреблять тыквенную кашу трижды в день. Для приготовления каши нужно небольшую тыкву разрезать пополам, удалить семечки, обрезать кожуру так, чтобы осталась только мякоть. Затем ее нужно промыть и нарезать кубиками, 300 грамм которых нужно залить стаканом воды и протушить 15 минут на слабом огне. Далее добавить 200 грамм овсяных хлопьев и варить 30 минут без добавления соли и сахара. Чтобы приготовить средство для лечения анемии, нарежьте тыкву кубиками, залейте стаканом воды, добавьте в эту смесь зелень и чайную ложку оливкового масла. Далее требуется все протушить и употреблять 3 раза в день. Тыква употребляется в любом виде – сыром, печеном, вареном и замороженном. Наиболее эффективной считается свежая мякоть, но замороженный продукт также способен сохранить почти все полезные свойства. При этом использовать его можно в любое время года благодаря возможности длительного хранения. Польза тыквенного сока. Из тыквы можно получить полезный сок густой консистенции с приятным медовым вкусом, в котором сохраняются почти все необходимые организму вещества. Кроме богатого набора минералов и витаминов, он обладает выраженными антиоксидантными свойствами. При эпидемии гриппа или угрозе простуды рекомендуется каждое утро пить 200 мл тыквенного сока, чтобы повысить иммунитет. За счет своей концентрации он хорошо помогает при повышенном нервном возбуждении, геморрое, запоре, рвоте. Кроме того, такой сок можно использовать и для выведения камней из почек. Польза напитка заключается также в его высоком содержании пектинов, благодаря чему он оказывает восстанавливающий и омолаживающий эффект. Эти способности нашли применение в косметологии. Лосьон из сока тыквы помогает устранить покраснение кожи, отлично справляется с акне, обеспечивает регенерацию кожаных покровов на клеточном уровне. Однако лицам, у которых наблюдается повышенная желудочная кислотность, нельзя злоупотреблять тыквенным соком, так как именно пектин в его составе способствует возникновению изжоги и тошноты. Сок из тыквы полезно употреблять лицам, у которых нарушена свертываемость крови. Эту проблему поможет устранить витамин К, присутствующий в составе пектина. Особенно острый его дефицит ощущается в прикладном возрасте. Польза семян тыквы. В тыквенных семечках содержится жирное масло около 40% и большое количество белка. Несмотря на высокую калорийность, они очень полезны для организма благодаря высокому содержанию витамина Е, цинка, салициловой кислоты и других элементов. Сырые семечки богаты на кукурбитин, вещество, которому свойственно глистогонное воздействие. Поэтому их советуют принимать натощак по полстакана с целью профилактики или лечения гельминтоза. Семена тыквы, конечно же, являются не менее эффективными по сравнению с синтетическими противопаразитными средствами, но перед ними они имеют ряд преимуществ. Они не вызывают побочных эффектов и аллергии, приятны на вкус, доступны каждому и безвредны. Благодаря этому такие семечки можно использовать для устранения неприятного заболевания у беременных женщин и детей. На основе тыквенных семян был создан препарат тыквиол,
который применяется для лечения патологии печени. Нужно обязательно учитывать тот факт, что семян тыквы иногда способны навредить организму. Из-за высокой калорийности их нежелательно включать в рацион людям, склонным к полноте. Кроме того, злоупотребление тыквенными семечками может стать причиной воспаления слизистой оболочки желудка. Подобное может спровоцировать салициловая кислота, содержащая в данном продукте. Для похудения. Тыква – низкокалорийный овощ, поэтому он часто используется в разных диетах. Регулярное употребление этого продукта способствует ускорению обмена веществ, вследствие чего организм легче усваивает пищу и переваривает ее. Это позволяет предотвратить возможность проблемы с метаболизмом и накопление в организме жиров и вредных веществ. Благодаря низкой калорийности блюда из тыквы можно употреблять каждый день, не волнуясь о возможности набрать лишний вес. Высокое содержание в этом овоще клетчатка позволяет использовать его для очистки организма. Вред и противопоказания. Помимо положительного воздействия, тыква также может нанести вред организму. Не рекомендуется употреблять этот овощ при наличии следующих патологий. Тяжелая форма сахарного диабета, нарушение желчно-кислотного баланса, гастрит с низкой кислотностью, язва желудка или двенадцатиперстной кишки, любые болезни органов пищеварения в период обострения. У некоторых людей, попробовавших тыкву впервые, может возникнуть вздутие в живота. Таким людям лучше избегать употребления этого овоща в пищу. Тыква – чудесный подарок природы и рекордсмен по полезным свойствам. Ее можно использовать не только в кулинарии, но и в косметологии, а также для лечения многих болезней и похудений. При отсутствии противопоказаний можно смело использовать этот овощ и получать от этого максимум пользы. Берегите себя и будьте здоровы!